Добрые люди, добро пожаловать в забытую долину. Сегодня нас ждет ивент в честь окончания турнира. В массовом сражении сойдутся две команды из всех участников турнира. Первое и второе место по очереди набирают себе в команды бойцов. Причем важный момент – серебро турнира, то есть Жека с лесопилки, выбирает бойца первым. Поскольку чемпион – это сильнейший воин турнира, если бы он еще и первым выбирал соратника, победа его команды была бы предопределена. Так что мы отдаем серебру первенство в выборе бойца и тем уравновешиваем шансы команд. Итак, по итогам распределения в команду Жеки с лесопилки вошли сам Жека, идущий к реке, Ботва и Динор. В команде Эммануэля он сам, Таладриэль, Добежива Паллада и Абдул. Команды посовещались и выбрали себе название. Команда Жеки с лесопилки назвалась «Рабочее братство», а команда Эммануэля «Крещеные огнем». Команда из 3 воинов и 1 мага против команды из 3 магов и 1 воина. Наше локальное ледовое побоище начинается. Первый раунд стартует, и Мара милосердная, как же мощно выглядит эта массовая раскастовка. Сколько экспрессии в этих движениях и изгибах летающих тел. Бой идет по всем направлениям, но главный замес происходит в центре, где 3 ближников из рабочего братства начинают жестко забивать Эммануэля. Вот Таладриэль, как всегда, опасна. Сегодня она особо опасна, ведь ее способности идеально подходят для массовых битв. Добежива привычно накидывает испепелениями. Какой смачный залп огненным дыханием от Абдула. Абдул, как всегда, горячий и яростен. А вот Ботва, напротив, как обычно, холоден и расчетлив. Воу, интересно, после такого озарения, молнии по кукухе, Ботва преисполнится новыми хитроумными тактиками. Жесткое рубилово в центре продолжается. По виду бойцы рабочего братства мешают друг другу и закрывают Эммануэля от ледышек Ботвы. Появляется рогатый и тут же издает брачный зов. Походу, Жека выдернул его из леса прямо во время гона. Ничего, злее будет. Динор слабеет. С его-то резистами, ой, как непросто стоять под огнем 3 мощных магов. Динор пал. Первый фраг забирают крещеные огнем. Но после того, как Динор прилег, рабочее братство сумело нормально окружить Эммануэля. Теперь они забивают его с максимальной плотностью. Ботва наваливает сосульками всем, и чужим, и особенно своим. Правильно, бей своих, чтоб чужие боялись. По Эммануэлю прилетает очень много урона, но Жека с идущим к реке терпят массивный обстрел магией. Чья же держалка окажется крепче? Канарик срабатывает как бешеный, но даже он не спасает Эммануэля от такого натиска. Могучий снежный эльф пал, и рабочее братство сравнивает счет по фрагам. Идущие к реке и Жека устремляются к Добеживе, а Ботва держит на себе оставшихся магов команды крещенных огнем. Добежива может вытанковать много урона, но ей не пережить совместного штурма серебра и бронзы турнира.
На фоне ботва не выдерживает совместную мощь двух магов, и Абдул сокрушает его огненным дыханием. Ящер добивает Добеживу, и команды остаются 2 на 2 по участникам. Капитан Рабочего Братства врывается на спринте, а идущий к реке даже и не думает поторапливаться. Кто понял жизнь, тот перестал спешить. На ближней дистанции Таладриэль из львицы превращается в котенка, и 2 воина легко укладывают ее отдохнуть. Абдул остается один, но и не думает сдаваться. Он чуть не убивает идущего к реке и пытается поджарить Жеку. Но пугать Жеку с лесопилки стихийным уроном — это как пугать Каджита лунным сахаром. Жека добивает Абдула, и Рабочее Братство забирает первый раунд. Это была жестокая битва, друзья, но чем же был ее результат? Случайностью или закономерностью? Это нам предстоит узнать во 2-м раунде. В этот раз Эммануэль начинает с обходного маневра. Видимо, решил, что первый натиск все же лучше принять грозовому Атранаху Таладриэль. Ого, а Эммануэлю на этот раз повезло, он обезоружил сразу 2 из Рабочего Братства. Ботва опрокидывает Эммануэля криком, и 3 воина чуть было не переключаются на магов, крещенных огнем. Но Эммануэль встает, и воины Братства окружают его. Динор слабеет и пытается удрать. Видимо, к таким раскладам его не готовили ни на том свете, ни на этом. Ящер ловит прямую наводку от Таладриэль и падает даже раньше Динора. Он явно не успел выпить зелье. Диноры, идущие к реке, выбывают, и Рабочее Братство остается вдвоем против 4. 2 капитана бьются в центре, а в тылах маги ведут хаотичную перестрелку. Слышен крик Таладриэль. Ботва воспользовался тем, что она отрабатывала по Жеке. Оба капитана выпивают по зелью, но Жеку помимо Эммануэля поливают огнем 2 мага, да еще и бьет грозовой зов. Сзади Таладриэль в отместку угощает ботву грозой с молниями, пока тот отвлекся на Абдула. Капитан Рабочего Братства пал. Ботва покидает мероприятие, ему здесь больше нечего делать. Но Эммануэль хочет что-то сказать ему напоследок. Оператор едва догоняет Эммануэля, так сильно тут рвется сказать ботве пару ласковых. Последний боец Рабочего Братства пал. Счет сравнивается, и даже жрецы мотылька не взялись бы предсказать, какая команда одержит верх. Что ж, не будем тянуть. 3-й раунд будет решающим. Сражайтесь, бойцы! Да. Мало что в жизни доставляет столько удовольствия, как твое общество. 3-й раунд начинается бодро. Ботва сшибает 3 вражеских магов за раз. Но Эммануэль ловко уклоняется от фусрады. Капитан крещенных огнем опять задевает разоружением 2, но тут же падает, замороженный белым инеем. Как же жестко воины Братства забивают Эммануэля. Канарик срабатывает катастрофически быстро. Появляется Лич. Канарик срабатывает без остановки. К несчастью для бойцов Братства, чем больше носитель Канарика получает тиков урона, тем выше вероятность срабатывания. Когда Эммануэль получает много слабых ударов, Канарик делает его чуть ли не бессмертным. Да уж, шутка о том, что Эммануэль рейдовый босс, перестает выглядеть шуткой. Снова появляется Лич и Аркей храни нас. Он поднимает Динора. Но Динор ведь и так призрак.
Только у нас Динор поразительный, дважды мертвый и дважды воскрешенный Данмер. Ящер с бретонцем остались против Эммануэля вдвоем, и Канарик перестал срабатывать каждую секунду. Но смогут ли они сокрушить Эммануэля, как в первом раунде? В тылу ботву добивает грозовой зов. Жека, идущий к реке, остались вдвоем против четверых. Но если они смогут пробить Эммануэля, и гора может и перевернуться. Но они никак не могут скоординировать атаки и быстро снять эльфу остаток здоровья. Канарик опять вытаскивает его с того света. Жека пал, и идущий к реке покидает мероприятие. Но Эммануэль хочет что-то сказать напоследок и ему. Капитан Крещенных Огнем движется очень медленно, то ли устал, то ли растягивает удовольствие. И на краю пропасти Ящер и Фалмер сходятся в последнем бою. И это конец. Идущий к реке падает вниз, знаменуя поражение рабочего братства и конец ивента «Стенка на стенку». В следующем турнире явно стоит приглядеться к Канарику и либо ограничить его силу, либо вовсе запретить. Но в этом турнире Канарик разрешен и абсолютно легален, так что капитан Крещенных Огнем приводит свою команду к победе. Что ж, друзья, это было впечатляющее зрелище. Теперь турнир официально закончен, но не расходимся. На просторах Сиродила много славных бойцов, и впереди нас ждет еще немало всего интересного. До встречи в новом турнире, где вас ждут новые победы и новая слава!